Представители знака зодиака Дева, приветствую вас. Второй прогноз. Март 2025 года. Что откроется? Что прояснится в марте? Секреты марта и ключи судьбы. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. И я всех призываю, давайте будем добрее и милосерднее к самим себе. Не загонять себя где-то в угол, если мы совершили ошибку, позволить себе право на ошибку и идти дальше. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема, и мы с вами живем в эпоху перемен. Мы не можем многие обстоятельства и изменить, да и не нужно. Наша задача в 2025 году адаптироваться. И давайте через карты Таро рассмотрим один из альтернативных вариантов развития событий с позиции позитивной психологии. И будем реалистами. Любой прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас, не передаст то, что вы чувствуете, или те проблемы, которые вы сейчас решаете. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время, и все же какую-то подсказку вы получите, потому что когда мы слушаем, смотрим на карты, вот эти прогнозы, расклады, каждый из нас думает о чем-то о своем. И вы сумеете рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса. Давайте узнаем. Первые три карты мы с вами достанем, как, с чем будет связано или чему нужно уделить больше внимания. В чем эти ключи или знаки судьбы? На что больше ориентируют, на какие энергии вас карты, ваш знак зодиака? Итак, март месяц. Ваша энергия. Или чем придется заниматься. Ну хорошо, две. Положим вот так. Следующая карта. Исполнится ли задуманное? И осуществится ли ваше желание? И здесь у нас будут два варианта. Вы можете, пока мы раскрываем предыдущий ряд, загадать по одному варианту, выбрать что-то одно. Или, если перед вами стоит какая-то многозадачность, загадайте по каждому варианту на какое-то действие, событие, исполнится или нет, и какие энергии, какие силы нужно приложить. Далее идем, что откроется, что прояснится у вас. Две карты в марте месяце. Неожиданности. Сфера работы, ваших достижений и денег, и личная жизнь. Итак, давайте будем узнавать, с какими энергиями нас хотят познакомить карты. Ух ты! Карта Император. Для кого-то это может быть важная персона в вашей жизни. И у каждого по-своему. У кого-то вот такой император может быть несговорчивый дома. Так тоже бывает, да? У кого-то это высокие инстанции. Всегда карта говорит, поступай по закону. Не иди против системы, системы иерархии. Наоборот, тебя закон будет защищать, если ты правильно оформляешь документы, что-то перепроверяешь. Но вообще это статусная карта. Смена статуса у кого-то может быть. И это как построить карьеру. И здесь все же мы рассматриваем как возможность, которая к вам приходит. И у каждого по-своему. Кто-то уже думал об этой карьере, а у кого-то эта возможность может прийти совершенно неожиданно. Себя поставить на первое место. У кого-то это проигрывается в личной жизни. Может быть, вы долгое время встречались, а теперь вы захотите оформить ваши отношения. Я могу допустить, мы все разные, у кого-то наоборот личная история. Может быть, шла ни шатка, ни валка, но настало время тоже определяться. Так вот, в целом, по аркану Император высокие чиновники или какие-то инстанции, куда мы обращаемся, для того, чтобы либо прояснить какой-то вопрос, либо для себя сделать что-то, оформить как важный документ по закону. Но придется, может быть, и договариваться с такими императорами. Поэтому, ну, где-то не теряем самообладание, но быть дипломатом нужно быть готовым. Помните, что мудрый император, он поставил перед собой цель. И это как главенствующее что-то. Но в то же время он понимает, есть две ипостаси нашей жизни. Первое – это обстоятельства, на которые мы не влияем. А второе – это людское мнение. Вот ни первое, ни второе мы изменить не можем. И если что-то меняется, будьте гибким императором. Корректируйте мелкие планы, чтобы основная цель была достигнута. Вот такие энергии для вас. Что же еще? Не время какому-то анализу, долгому размышлению или каким-то сожалением. Да, то, что было, то было. Нам пятерка об этом говорит кубков. И, может быть, скорее всего, это всегда наши разочарования. У кого-то разочарование в человеке. Или вы не могли
ну, хотели действовать как-то по-своему, и именно в этом фарватере нет возможности и двигаться дальше. Значит, нужно принять какую-то реальность, потому что туз жезлов – это наше решение, решимость и первые действия. Здесь может быть какая-то информация, которая вас подтолкнет. Ну, с одной стороны, к какому-то самоанализу может быть такое. Вам придется вспоминать что-то из прошлого. Может быть, недавние события еще вас держат словно в заперти в каких-то рамках, и вы никак не можете вот эти самые эмоции отпустить. А карта-то нам как раз об этом говорит. Есть такая колода, колода добра, которую прорисовала Колет Барон Рид. И там 5 чаш называется «Выплакать горе». Позволь нахлынуть эмоциям, не сдерживайся. Пусть они нахлынут. Наша жизнь как волна морская. И тогда эти эмоции, они пришли к тебе, и потом они полностью также и ушли. И ты забудешь думать. Но пусть ты оставишь это как опыт, как ситуацию, которую ты пережил. Но она тебя не будет держать в заперти или как словно в каких-то кандалах. И нам карта показывает, девушка лениво так вот спокойно протягивает ножку. И вот эти эмоции, которые находились в этой чаше, выливает в этот омут. А все самое ценное возле нее. Поэтому у вас ресурсный период. Первая карта, тем более, император, когда вы действительно можете очень много для себя сделать в разных сферах жизни. Это старший аркан, у каждого по-своему. Но, может быть, принять, что эмоции это хорошо, но есть те вопросы, которые нужно решать рационально. Или увидеть какую-то данность, или то, что есть на самом деле. Но вы вообще реалисты, мои дорогие девы. Но, значит, есть еще как какое-то сожаление или сложные эмоции, которые нужно просто отпускать. Они вам могут помешать. И посмотрите, тут у кого-то может быть личная жизнь. Мои дорогие, вы можете с кем-то примириться, найти общий язык или проговорить какие-то важные темы откровенно, глядя друг другу в глаза. По 5 кубков, извините, здесь может быть, знаете, когда вы поссорились, и не потому, что там что-то принципиально важное, а когда вы друг друга не поняли. Так бывает. И очень обидно, что люди расстаются, кстати, из-за того, что они друг друга не поняли. А может быть, для того, чтобы понять, не поняли мы друг друга, или все же это принципиальный вопрос. Есть смысл как раз и поговорить откровенно. Но 10 чаш добро, счастье, радость идет в вашу жизнь. И здесь, как и согласования, могут проигрываться, которые касаются вашей семьи или вашей пары, вашей недвижимости. Такое тоже может быть оформление отношений, продолжение. Но вам что-то не нравится. Ну, наверное, наша жизнь всегда состоит из того, какой-то пункт у нас присутствует, когда мы этим недовольны. Или когда был какой-то в нашей жизни очень счастливый период, и нам хочется туда вернуться, а тем не менее реальность нам диктует новые условия. Тогда адаптироваться к чему-то вы можете. Для вас март может волшебным быть месяцем. Но, с другой стороны, для кого-то все будет как точка, знаете, отправная или то пункт невозврата, туз жезлов. Правда, какое-то решение нужно принимать. Нам ведь карта 5 кубков говорит, нет смысла сожалеть, иди вперед. И вперед там тебя ждет счастье. Но на что-то решиться вы должны. Или вот эти эмоции, это ведь сложно принять какую-то данность или реальность. Быть реалистами стоит, и тогда у вас больше ресурсов, а время и энергия, силы будут потрачены в более правильном направлении для нового качества жизни, мои дорогие. Давайте мы узнаем, что же осуществится задуманное, исполнится ли ваше желание. И те, кто загадал или что вы загадали на первый вариант. Вот не могу сказать, что по этой карте вот прямо быстро так исполнится желание. Карта информационного хаоса. И она нам больше говорит, для того, чтобы это желание исполнилось, тебе придется буквально, может быть, перелопатить кучу информации, проконтактировать с множеством людей, и ты будешь слышать где-то и фейки, а где-то ты будешь слышать и достоверную информацию. И твоя задача доверять, но постоянно перепроверять, что-то искать. И по этой карте идут ненадежные люди, которые утром нам пообещали, а вечером они о нас забыли. Это я, к примеру, аллегорически, конечно. Карта всегда говорит, надейся на себя и, опять же, перепроверяй все. Доверяй, но проверяй. Как и людям, так и тому, что ты услышишь. Исполнится ли ваше желание. Да. Тут, знаете, вот это, что вы загадали по первому варианту, оно действительно исполнится.
Но вам нужно ухватиться за какую-то информацию, за какую-то возможность, колесо фортуны. Вам нужно вот именно баланс провести в собственной душе, чтобы не было какой-то качелеобразной ситуации. Выбрать один единственный путь. Разобраться, может быть, с теми новостями, которые ты слышишь. Может быть, и взаимодействовать с каким-то человеком, но при этом быть реалистом. Может быть, какой-то у каждого что-то своя задумка. К примеру, есть какая-то ключевая персона, но вы загадали, потому что ни шатка, ни валка идет ситуация. Или человек вроде бы пообещал, потом он куда-то пропадает. И тем не менее я вижу, что, ну, наверное, пройди вот как дорогой судьбы. Не разрывай какие-то отношения. Может быть и так. Не разрывай какой-то контакт сам по себе. Но и в то же время не одевай розовые очки. Кто знает, может быть, этот человек тебе, ну, в каком-то очень маленьком пункте поможет, и это будет как отправная точка твоих свершений, каких-то событий, колесо фортуны. Его нужно как и увидеть, словно как экстракт какой-то выделить из потока информации, так и, может быть, будет конкретное какое-то событие в вашей жизни, когда вам подобный контакт с человеком может помочь, буквально так. Но по колесу фортуны мы балансируем, как вот эта девушка, на колесе вращающемся, на цыпочках, и при этом она счастлива. Адаптация от начала до конца, для того, чтобы сбылось ваше желание, намерение или цель по первому варианту. Вот в таких энергиях нужно быть. Ну, а по второму, конечно, я даже ничего не достаю. Это ваша карта. Из любого хаоса вы умеете создать порядок. У кого-то, кстати, будет одно желание. Может быть, вы загадали по срокам. Так ведь тоже может быть по времени, допустим, месяц, 2 месяца или полгода, год. И по королеве Пентаклей она свое благополучие с нуля может отстроить. И все, что вы задумали, благодаря вашим приложенным усилиям, у вас произойдет и сбудется. Но это действие, это не бездействие. Но у кого-то может проиграться и новый проект, у кого-то и смена недвижимости. Здесь, безусловно, и по заработкам очень хорошие перспективы. И по части личной жизни, мои дорогие девы, также. Вот такая многогранная карта. Но это вам все нужно держать под контролем. И эта карта часто, знаете, символизирует человека не только надежного, но иногда это может быть и о вашем партнере. Особенно для людей семейных, если у вас в паре все хорошо. Тогда вы вместе можете вообще какой-то проект задумать, потому что десятка чаш, кто знает, может быть и семейный бизнес. И такое тоже я вполне допускаю. Что откроется, что прояснится? Ну вот правда, что откроется, что прояснится по части личной жизни, недвижимости, ваших каких-то планов по финансам, может быть так, работа на дому у кого-то или работа из любой точки мира. Вот такое тоже может быть. Десятка пентаклей, десятка чашек, королева пентаклей. Энергетика у королевы Пентаклей практически как у карты императрица. Да, договариваться придется, может быть, даже с такими сложными императорами, но какой-то баланс совершенно необходим, потому что конфронтация вряд ли помогает. Очень добрые карты. Может быть, это как будет какое-то предложение. Может быть, это предложение не совсем на 100% в том фарватере, в котором это вы себе представляли. Но я так вижу, что соглашаться нужно. Не упустить какой-то вариант. Ведь вот если мы рассматриваем первую карту, две их тут, да, вторую я достала. Нам ведь тут по пятерке жезлов может что-то тоже не нравится. Мы можем даже злиться, потому что какая-то путаница, неразбериха. По сути, нам вот пытается художник передать. А тем не менее, из этой путаницы и неразберихи может быть какой-то хороший выход. Причем это как внешние силы или обстоятельства. Тут может в одну даже кучу все перемешаться, но вы сумеете вычленить или увидеть вот этот очень какой-то предпочтительный вариант. Давайте посмотрим, что откроется, что прояснится. Вы можете прояснить, что нет смысла чего-то ждать. По этой карте мы смотрим в другом направлении, или карта нам рекомендует. Девушка сидит, подперев рукой голову, и она смотрит в одну сторону, словно ждет кого-то. И вот эти 3 пустых чаши, она уже все знает. Она уже все проиграла, все пасьянсы разложила. Пусть ей жизнь предлагает партию в шахматы с другой стороны, но ее нужно увидеть. Нужно обернуться как будто и посмотреть совершенно другого ракурса. Тут, как я говорила, не жди того, кто не придет. Или
Не ожидай продолжения там, где, может быть, какая-то ситуация кардинальным образом застопорилась. Проясни для себя лучше этот вопрос, но прекрати какое-то ожидание. Вот тут самое главное, какая-то апатия должна быть прекращена. Поэтому, может быть, это вы будете реалистами и окончательно поймете, в каком направлении вы движетесь, а от чего вы откажетесь. И тогда что-то для вас больше прояснится. Возможно, мои дорогие девы, задать себе вопрос, куда я не хочу идти, чего я не хочу делать, что я не хочу продолжать. Начать от противного, с приставкой «не», а после себе задать вопрос, а чего же я хочу? Может быть, тезис-план создать, прояснить что-то даже через бумагу. Но вот какое-то определение в марте у вас происходит. Неожиданности. Человек может вас подвести. Семерка мечей. Ну вот, может быть, это где-то и связано со всем, что я говорила по первому варианту. Будьте внимательны. Тем не менее, семерка мечей нам всегда говорит, что, как карта вора называют ее, хоть нигде это и не прописано, но будьте внимательны к паролям аккаунтов, к кошелькам, к сумочкам. Не переходите по каким-то непонятным ссылкам. Или когда вам в приложении тоже что-то открывается и предлагают куда-то перейти. Помните, фишинг процветает, особенно когда тысячи неопределенностей. У нас мы с вами живем вот в эту эпоху перемен. И всякая какая-то муть сейчас действительно присутствует в нашей жизни. Берегите себя, мои дорогие девы. Где-то не будьте самонадеянными, правда, по этой карте. Но здесь может и проиграться какие-то как отношения, например, когда мы кому-то не верим, а тем не менее продолжать что-то мы вынуждены. Давайте, с чем это связано? Хочу достать еще одну карту. Ведь и правда, разбитое сердце, израненное сердце, но в этой колоде карт заштопанное сердце. И нам говорят, ты не должен повторить какую-то прежнюю ошибку. Может быть, это связано с тем, что вы возобновляете какие-то отношения, ну тогда, может быть, это сделать вынужденный, вот я такое могу предположить. Жизнь наша не бывает, но какая-то такая ровная, прямая, или дорога, которая как флажками обозначена. Иногда нам приходится петлять или договариваться. Вот есть какая-то история, это всегда карта прошлого, сердце израненное, да. Сейчас оно заштопанное, вроде уже не болит, но когда-то это был сгусток боли. Вот кричит наша девушка от боли. Вот какая-то была вами пережита очень сложная ситуация, мои дорогие девы. И именно этот опыт вы не должны повторить. Он вас учит. Может быть, то, что было очень тяжело вами пережито, вас теперь делает сильнее как раз. И прозорливее вы умеете видеть какой-то подвох. С другой стороны, я могу и так предположить, если восстанавливаются какие-то отношения, то тогда вы должны быть дважды, трижды реалистом, понимать, что чудес ждать не стоит там или от того, кто на это не способен. Вот в неожиданностях вы можете узнать, кстати, какую-то тайну по части той истории, которая прежде вас ранила. Что это еще может быть в неожиданностях? А тебе только вперед, нам говорит карта. Карта колесницы – это карта вашего успеха. Отпускайте. Отпускайте людей, которые вас предали. Отпускайте что-то ненадежное. Отпускайте вот эту душевную боль. Отпускайте вот какую-то сложную ситуацию, чтобы она больше не давлела над вами, чтобы она вам не затмевала горизонты, чтобы она не заставляла вас самих себе сомневаться. С чем-то настало время прощаться и быть реалистами. Вы действительно можете что-то узнать. Конечно, в неожиданностях по аркану колесница будет и возможность как раз выйти из какого-то тупика. Давайте узнаем сферы работы, достижений. Может быть, это как-то связано с деньгами, с вашей работой, с поведением человека, может быть, и высокой персоны, руководителя. Восьмерка мечей – это карта искаженного восприятия. И девушка, которая смотрит в зеркало, она видит совсем не то, что есть в реальной жизни. Поэтому восприятие, вот где-то эта пятерка кубков, она может вам действительно помешать. Как увидеть какую-то реальность, так и действовать правильно. А на кону колесница – это карта, которая нам говорит, да, не оглядывайся назад, но впереди тебя ждет успех и очень добрые карты. Вам нужно согласовать здесь обстоятельства вашей жизни и новое направление. Вот, пожалуй, это два основных пункта в марте. С чем-то определиться и быть реалистом.
Ну, вообще странная для меня карта, потому что вы, мои дорогие девы, реалисты. Но, видимо, есть что-то глубоко в вашей душе, возможно, то, что вы прячете, никому не расскажете. Но вы-то не рассказываете, а в душе-то это над вами, как имеет какую-то очень главенствующую роль, влияние, или оказывает на вас, как вам затмевая, ну, какие-то ваши дальнейшие успехи, понимаете? Вы можете находиться в этих мыслях или невольно проигрывать то, что уже не имеет значения, и перестроить себя, адаптировать к новым условиям или к какому-то, ну, совершенно новому фарватеру жизни. Основная задача Марта. Я хочу еще одну карту достать. Выбор делать нужно. И у кого-то это может быть выбор, который связан и одновременно по работе, ну и как-то личная жизнь, может быть, действительно работа на дому. Или какое-то продолжение, может быть, следует. Возможно, вы куда-то собирались отправляться, все же у нас аркан колесница. Здесь может быть возможность этого самого переезда. Ну, может быть, это какой-то и творческий реванш, или ваша какая-то тема, которую вам хочется продолжать. И тогда этим нужно заниматься, потому что на кону на вас действительно влияют обстоятельства, призывают вас увидеть, что реальность совершенно другая. И выбор по части творчества, работы, заработков у вас тоже будет какой-то стоять. Может быть, это в каком-то для кого-то из вас мелкий такой контекст или мелкий пункт, а для кого-то это может быть что-то более глобальное, которое будет связано и с переездом, и с личной жизнью, и с продолжением, ну, может быть, какой-то лично вашей истории, как и по творчеству, так и по любви. Здесь как что-то перемешанное у вас может быть, но вам нужно быть реалистом и рационально разобраться в своей собственной жизни. Чего я, наверное, не хочу и чего же я хочу, что я буду продолжать, что для меня будет прогрессом, и принять то, что уже, ну, как вот та боль или те сожаления, но, увы, это уже произошло. И это нас не должно, как в каких-то рамках держать, как в тисках или словно в какой-то тюрьме иносказательной, потому что искаженное восприятие, а нужно быть реалистом, чтобы увидеть новые возможности. Что же по любви, по личной жизни? Ну, правда, еще одна пятерка, сожаление. И мы принимаем какой-то свершившийся факт. Где-то для вас говорят, будь дипломатом, потому что это еще и как карта Пирова Победа. Конфронтация, она не принесет вам каких-то выигрышных позиций. По этой карте мы можем кому-то что-то доказывать, но в итоге человек отворачивается и уходит, остается при своем мнении, мы остаемся при своем. В итоге ради чего был спор или ради чего была конфронтация. И поэтому какой-то тонкий нюанс. Нам человек вот стоит, он как будто сожалеет, что прежде, ну где-то не сумели договориться. Или прежде какая-то была такая сложная ситуация, когда больше в основе не поняли друг друга. Вам действительно по личной жизни есть какой-то пункт, который, может быть, нужно, как прояснить в собственной душе, согласовать с самим собою, а потом провести важный разговор с человеком, выяснить, может быть, какую-то ситуацию. Если человек не откликается, тогда нужно делать выводы, мои дорогие. Давайте я достану еще одну карту. Что это такое? И зачем это вам, мои дорогие девы? И я могу сказать, у кого-то из вас проиграется так, что даже если вы заканчиваете отношения, как пространство, вселенная, вам другого партнера, другое знакомство состоится. И где-то все карты об этом, кстати. Поэтому будет важно выйти из какого-то сожаления или искаженного восприятия, тебе полный вперед. Тут есть возможность завершить то, что было как сгусток боли или причина ваших разочарований, поставить в этом точку и идти дальше. И тогда совершенно с другими возможностями. Вы знаете, тут какое-то вдохновение, может быть, ваше личное дело, ну, какой-то успех, который может прийти вот так вот к вам, только лишь от того, что вы, ну, как отношения, или, может быть, это у кого-то и по бизнесу тоже, да, или по личному делу, или какая-то запутанная ситуация, которая требует от вас, ну, распутать этот Гордиев узел или принять Соломоново решение, открывает перед вами новые возможности. Но, понятно, у каждого по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.